Ромашковый чай – секрет поколений для сна и спокойствия. Когда я впервые почувствовала, как тонкий аромат ромашки проникает сквозь трещины старого деревянного окошка бабушкиного домика, мне было всего 7 лет, и я еще не знала, что этот запах станет моим тайным спасением во взрослой жизни, полной тревог, бессонных ночей и неожиданных болезней, которые не поддаются ни таблеткам, ни логике. Когда я просто стояла босиком на прохладном полу, вдыхала этот нежный, чуть сладковатый, чуть горьковатый запах и чувствовала, как внутри меня что-то успокаивается, не только мысли, но и само тело, будто бы признавая, здесь, в этом запахе, заключена древняя мудрость, передаваемая из поколения в поколение не через книги и не через лекции, а через чашку горячего настоя, заваренного в глиняном кувшине под шепот ветра и стрекотание сверчков. С тех пор прошло более 30 лет, и я уже не та девочка в ситцевом платье с вышитыми цветами, но каждый раз, когда я завариваю чай из ромашки, я возвращаюсь туда, в тот теплый вечер, когда бабушка, не сказав ничего, притянула мне кружку золотистой жидкостью и сказала лишь «Выпей, душа твоя устала». И ведь действительно устала, даже тогда, в детстве, когда, казалось бы, ни о чем тревожиться. Но тело помнит все – и страх перед грозой, и тревогу за больного щенка, и даже смутное предчувствие будущих потерь. Ромашка – это не просто трава, это живой архив женской памяти, носительница тишины, целительница ран, невидимых глазу, но ощутимых каждой клеточкой. Многие сегодня считают ромашковый чай безвредной, но почти бесполезной бабушкиной ерундой, которую можно заменить любым другим травяным сбором или вовсе забыть, отдав предпочтение кофе с утра и бокалу вина вечером. Однако наука, пусть и с опозданием, стала подтверждать то, что знали наши предки. Ромашка аптечная обладает мощнейшими противовоспалительными, антисептическими, спазмолитическими и седативными свойствами, которые делают ее не просто приятным напитком, а настоящим лекарством, если использовать его с умом. В ее цветках содержится хамазолин – редкое вещество, образующееся при перегонке эфирного масла и обладающее ярко выраженным противовоспалительным действием, а также апигенин – флавоноид, который связывается с рецепторами мозга, отвечающими за тревожность, и мягко, без привыкания и побочных эффектов, снижает уровень стресса. Исследования, проведенные в Германии и США, показали, что регулярное употребление ромашкового чая в течение 4 недель снижает уровень кортизола, гормона стресса, на 25%, улучшает качество сна и даже способствует снижению артериального давления у людей с легкой формой гипертонии. Но чтобы получить все эти преимущества, нужно знать, как правильно заваривать ромашку. Не просто бросить пакетик в кипяток и ждать 5 минут, как это делают в офисах и на кухнях по всему миру. Настоящий ромашковый чай требует времени, внимания и уважения. Во-первых, важно использовать качественное сырье. Цветки должны быть целыми, сухими, без примесей, собранными в экологически чистом месте в период полного цветения. Обычно это конец мая, начало июня. Сушить их нужно в тени, в хорошо проветриваемом помещении, расстелив тонким слоем на бумаге, чтобы сохранить эфирные ингредиенты. Если вы покупаете ромашку в аптеке, ищите упаковку с маркировкой «Ромашка аптечная» и датой сбора не позже 1 года назад. Со временем активные вещества разрушаются. Во-вторых, вода для заваривания не должна быть кипящей. Оптимальная температура – около 80 градусов Цельсия. Кипяток убивает деликатные эфирные ингредиенты, делая настой горьким и менее эффективным. Залейте цветки водой, накройте крышкой и настаивайте не менее 15 минут. Именно за это время высвобождается максимальное количество полезных компонентов. Некоторые целители рекомендуют настаивать ромашку на водяной бане в течение 30 минут, чтобы усилить действие, особенно при острых состояниях – болях в животе, менструальных спазмах или воспалении горла. Однажды ко мне пришла подруга, бледная, с темными кругами под глазами, и рассказала, как месяц не может уснуть после развода. Она перепробовала все – мелатонин, валериану, даже снотворное по рецепту, но сон ускользал, как дым. Я заварила ей ромашковый чай по старинному рецепту. 1 столовая ложка сухих цветков на стакан воды, 15 минут настаивания, затем добавила чайную ложку меда и щепотку лаванды. Она выпила, сидя на кухне в полумраке, и через 20 минут ее веки сами собой сомкнулись. На следующий день она сказала, это было не просто засыпание, это было возвращение домой. Такова сила ромашки. Она не насилует организм, не выключает сознание, как химические препараты, а мягко уводит в состояние покоя, где тело и душа могут наконец отдохнуть. Но, как и с любым лекарством, здесь есть нюансы.
Ромашка, несмотря на свою мягкость, может вызывать аллергические реакции у людей, чувствительных к растениям семейства сложноцветных, например, амброзии или хризантемы. Если после первого приема вы почувствовали зуд, сыпь или затрудненное дыхание, немедленно прекратите употребление. Также не рекомендуется пить ромашковый чай в больших количествах беременным женщинам, особенно в первом триместре, так как он может стимулировать сокращение матки. Людям, принимающим разжижающие кровь препараты, надо проконсультироваться с врачом. Ромашка содержит кумарин, который может усиливать действие антикоагулянтов. И, конечно, не стоит заменять ромашкой серьезное лечение при хронических или острых заболеваниях. Она прекрасна как вспомогательное средство, но не как панацея. Существует множество способов обогатить ромашковый чай, раскрывая его новые грани. Например, в сочетании с мятой он становится мощным средством при расстройствах пищеварения, снимает вздутие, уменьшает спазмы и улучшает секрецию желчи. С мелиссой усиливает седативный эффект, идеален для вечернего приема. С лимоном и имбирем превращается в согревающий напиток при первых признаках простуды, активизирующий иммунитет. А если добавить немного куркумы и щепотку черного перца, получится противовоспалительный эликсир, который можно пить при артрите или кожных воспалениях. Я сама однажды спасла свою дочь от сильной аллергической реакции на укус комара именно таким настоем. Ромашка, календула и немного зеленого чая. Через 2 часа отек сошел, зуд исчез. Интересно, что ромашка использовалась не только внутрь. В Древнем Египте ее посвящали богу солнца Эра за целебную силу и применяли в ритуалах очищения. В средневековой Европе монахи выращивали ромашку в монастырских садах и использовали ее для лечения ран, язв и женских недугов. В русской деревне девушки мыли волосы отваром ромашки, чтобы придать им золотистый оттенок и блеск, а парни пили настой перед важными делами, чтобы успокоить сердце и укрепить разум. Сегодня наука подтверждает, полоскание ромашкой действительно ускоряет заживление слизистой рта при стоматитах, а компрессы снимают раздражение кожи при экземе и дерматитах. Однако самая большая ошибка, которую совершают современные люди – это спешка. Они хотят мгновенного эффекта, заварили чай, выпили и ждут, что тревога исчезнет, как по мановению волшебной палочки. Но ромашка – не волшебство, а диалог. Она требует регулярности, терпения, присутствия. Пейте ее каждый вечер в течение 2 недель, и вы заметите, как меняется ваше дыхание, как мягче становится взгляд, как легче даются утренние подъемы. Это не чудо, это восстановление естественного ритма, нарушенного городской суетой, телевизором и вечным чувством нехватки времени. Я часто думаю, что мы утратили язык растений. Мы забыли, как слушать их шепот, как читать их послания в форме, цвете, запахе. Ромашка – одно из тех растений, что все еще пытается говорить с нами. Ее белые лепестки, как открытые ладони, а желтая сердцевина, как солнце в миниатюре, несущее тепло и свет даже в самые темные дни. Она не требует ничего взамен, только немного внимания и доверия. Поэтому я призываю вас, выпейте сегодня чашку ромашкового чая. Сядьте в тишине, почувствуйте аромат, наблюдайте, как золотистый настой медленно остывает в вашей чашке. И, может быть, в этот момент вы впервые за долгое время почувствуете, что ваше тело говорит вам «спасибо». Потому что забота о себе начинается не с грандиозных решений, а с маленьких, теплых ритуалов, передаваемых из поколения в поколение, через чашку чая, заваренного с любовью и знанием. Попробуйте. Просто попробуйте. И позвольте ромашке сделать то, что она умеет лучше всего – вернуть вам покой. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.